Здравствуйте, мои дорогие зрители! Еще один выпуск с полезными советами не заставил себя долго ждать. Он почти полностью посвящен тесту, выпечкам и сладостям. Внимательно смотрите его до конца. Думаю, для всех любителей тортов, печенья и пирогов здесь будет много интересного. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Вы же знаете, как это важно для любого автора. Поехали! Первый совет тем, у кого торт может задержаться дома больше суток. Знаете, что половинка яблока в коробке с бисквитным тортом предохранит его от высыхания. А это предупреждение я уже отмечал в одной из своих публикаций. Чрезмерное количество любых жиров в тесте затрудняет работу дрожжей. От этого тесто рвется, формировать его очень трудно, готовые выпечки из него не очень вкусные, поэтому количество жиров, вводимых в тесто, должно соответствовать рецепту. Третий совет из личного опыта. Чтобы получить мягкое и воздушное дрожжевое тесто, нужно перед выпечкой добавить в него остывший вареный картофель, натертый на мелкой терке, или в виде пюре, но не более 2-3 небольших картофелей на 1 килограмм муки. Это тоже из личного опыта. Не открывайте дверцу духовки первые 20 минут выпекания и никогда не хлопайте дверцы при закрывании. Пирог или торт от этого может осесть. Теперь парочка советов о песочном тесте. Чтобы изделия из него не получились жесткими и не крошились, песочное тесто после замеса следует охладить. И еще одно. Песочное тесто нужно вымесить быстро и недолго, иначе оно станет плотным и жестким. Во втором совете мы говорили о жирах в тесте. Теперь еще об одном продукте в том же ключе. Сахар улучшает качество готовых изделий, однако его, как и любое другое сырье, следует добавлять строго по норме. Восьмой совет касается любимой всеми сладости. Торт нельзя ставить в сильно разогретую духовку, иначе он будет твердым, корочка начнет подгорать, а внутри он останется сырым. Духовку предварительно нужно лишь слегка разогреть, а выпекать торт на медленном огне. О красоте девятый совет. Цветная глазурь делает любой торт и печенье более привлекательным и аппетитным. Покрасить глазурь в красный цвет можно соком свеклы, в желтый – апельсиновым соком. Это безвредные натуральные красители. И снова о тесте. Бесконечная тема. Чтобы легко раскатать мягкое и липкое тесто, его нужно покрыть пергаментной бумагой. А перенести тонкое раскатанное тесто на лист можно, слегка присыпав его мукой и накрутив на скалку. Вот как в варианте с рецептом пахлавы, ссылка на который будет под этой публикацией и в подсказке сверху. На сегодня последний, 11-й совет. Сахарный песок – такой продукт, который вытягивает сок из свежих и замороженных ягод. Чтобы сделать пирог с ягодами слаще, не кладите сахар в начинку, а лучше сделайте более сладким тесто. А еще лучше готовый пирог посыпьте сахарной пудрой. Друзья, желаю всем сладкой и сытой жизни. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.